Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Телец. Таро расклад. Что готовит судьба? Ключи судьбы в событиях ближайшего времени. И допустим, что ключи как раз в ваших руках, мои дорогие тельцы. И достанем 3 карты, как знаки судьбы в событиях ближайшего будущего. Что за 3 важных события произойдут в вашей жизни, с чем это связано, как решится, возможно, ваш вопрос, или какое продолжение следует в ближайшее время. И в ближайшее время оно может быть по-разному, да, оценено. Но где-то это месяцы обычно 2-3. Я не ставлю конкретных сроков, потому что, во-первых, у каждого свой вопрос. У нас бывает, начинается с чего-то такого незначительного на первый взгляд, а потом начинает это обрастать какими-то дополнениями. В итоге уже есть клубок определенный, да, противоречий, когда включаются какие-то, может быть, документы, взаимодействие с другими лицами. Поэтому у кого-то это может действительно вопрос, который вот июнь-июль, и вы решили. А у кого-то продолжение следует, особенно у вас, потому что планета Уран, которая сейчас еще находится на момент нашего прогноза в вашем знаке, но уже в июле перейдет в знак Близнецы и пробудет там до ноября. Поэтому тут и в ноябре у вас еще может быть какие-то разрешения вопросов спорных, или когда уже вот какая-то данность, как конкретика к вам придет. Поэтому сроки здесь будьте готовы к тому, что могут быть как сдвинуты. Итак, первая карта и первый знак судьбы в событиях ближайшего будущего. Второй знак судьбы и событиях ближайшего будущего. И третий знак судьбы. С чем это будет связано? Давайте будем смотреть. Шикарная вообще карта императрица, мои дорогие девочки. Но это вы сами. Вы и ваше благополучие, и ваша личная жизнь, и ваша карьера, ваше творчество, да, потому что у нас императрица плодовита. Но она как и буквально плодовита, и для кого-то может проиграться, но если это соответствует и возрасту, и вашим намерениям, что вы ждете ребенка. Или когда вы решаете через личную жизнь вопросы, то есть по части оформляете, может быть, ваши отношения, потому что это статусная карта. Но у кого-то этот статус будет проигрываться через творчество. Плодовито мы сказали, имеется в виду плодовито на идеи какие-то или вдохновленные творческие планы. Может быть, вы и будете такой вопрос решать, как навести порядок в своем творческом хаосе, чему отдать предпочтение. И мы все где-то основной вопрос можем задавать на вторую половину 2025 года. Что я выбираю для себя? И имеется в виду не настойчивость какая-то в плане доказательств кому-либо, а для себя, что есть смысл продолжать, а что нужно сводить где-то на нет. Или какой порядок я выбираю. Порядок тоже проходит по этой карте. Статусная карта, с которой дает возможности. Мои дорогие мужчины, для вас тоже где-то это будет актуально, но для вас это дополняется, что какая-то очень важная женщина в вашей жизни. Может быть, это и мама, может быть, это и руководитель. Все зависит от поставленных задач. Любимая женщина, опять же, личная жизнь, безусловно, вопросы дома, вопросы семьи, связанные с детьми. Но я должна сказать, первое, будьте великими дипломатами. И второе, это для всех, надейтесь сами на себя. Сами на себя, потому что вы можете столкнуться, как старший аркан, с какими-то непредвиденными, к примеру, решениями третьих лиц или какими-то решениями, может быть, и учреждений, инстанций. И для вас нет ничего невозможного. Но вы каждый раз или шаг за шагом будете обдумывать, как же мне действовать. Возможно, вам придется какие-то препоны обходить. Давайте мы узнаем, с чем это связано. С чем связаны эти события или почему это происходит? Почему это произошло? Может быть, тянется из прошлого какой-то вопрос по части личной жизни, дома, места пребывания или вашего творчества. Вообще 6 мечей – карта заслуженного успеха. Это у вас такой путь к успеху. И поэтому, смотрите на пару шагов вперед. Здесь не совсем для вас будет важно момент вот сегодняшнего дня, а рассматривать взаимодействие с людьми
или какие-то события, которые приходят в вашу жизнь. Вы слышите какую-то новость, или вам заявляют, да, о чем-то, если это опять же чье-то решение. Бумагу вы получаете. Вот вам нужно видеть на пару шагов вперед. Значит, и человек зачем-то в вашей жизни появился, но значит и обстоятельства или новость тоже приходит на ваш порог или спешит в вашу жизнь для того, чтобы вы как-то с этим правильно провзаимодействовали. Успех, он как бы обещается, но это вот не тот успех, который прямо все сразу и очень быстро. Нет, это какие-то ваши продуманные действия. По шестерке мечей мы что-то изучаем новое. И для кого-то действительно иногда эта карта обозначает поездки, переезд. Может быть, это вы планируете переезд, или вы переехали недавно. Но с перемещением эта карта, повторюсь, связана, может быть, и отсюда все те вопросы, которые вам приходится решать. Но также по шестерке мечей мы как исследуем непознанное или новую землю без карты. Где-то должно хватить мужества для того, чтобы идти вперед, но должно еще и хватить сил, мои дорогие, с душевным спокойствием принять то, что вы не в силах изменить. Ну и призвать в помощь мудрость, чтобы суметь отличить, где нужно мужество, а где нужны вот эти самые силы. Чаще всего спокойные силы нам нужны, когда мы сталкиваемся с определенными людьми. Мы не пришли в эту жизнь кого-то перевоспитывать или наставлять на путь истинный, ну, за исключением наших детей, конечно. И то в самом раннем возрасте, будем говорить, а потом это уже, ну, свойства личности, характера все равно проявляются. Ну, где-то и мягкое взаимодействие, вот, кстати, по аркану императрицы даже с детьми, оно предусматривается. Но что-то нужно переложить на далекую перспективу. И вполне вероятно, мои дорогие тельцы, вам придется обучаться. По крайней мере, ваш успех через обучение. У кого-то языки, а у кого-то язык программирования. Работа посредством интернет. Ваша популярность. По этой карте мы можем построить популярность нашу, ваше творчество. А для кого-то конкретно, может быть, вы очень далеко собираетесь поехать и выбираете, куда же я поеду. У нас тут маски, да, не случайно, и карты представлены. Это вы можете траекторию своего маршрута не просто продумывать, а еще и изменять. Собирались в одно место, поедете в другое. И поэтому нам говорят, как будто ехать надо. Отправляться куда-то надо, хотя я могу предположить, не обязательно далекая дорога. У кого-то этот период будет просто связан с тем, что вы будете путешествовать по кабинетам чиновников для того, чтобы получить какой-то документ. Мечи – это всегда рационализм, это какая-то конкретика. Так вот, ваши намерения и цели должны быть переложены буквально либо в документ, либо в какие-то как и изучение, так и какие-то правильные выверенные действия. С чем это может быть еще связано? Вот смотрите, по королеве мечей, безусловно, есть желание что-то осуществить. Но в этой колоде 78 дверей, нам кажется. И двери, если мы говорим, да, открыты или закрыты, принципиальное значение. В карте императрицы, сама императрица открывает двери. Но аккуратно, смотрите. Она не открыла полностью. Так вот оставила чуть-чуть приоткрытая дверь. Поэтому себя беречь все-таки нужно. Открытая дверь имеется в виду интернет, пространство. Нет для вас каких-то препонов, но при этом, понятно, нужно быть внимательным, потому что если вы не имеете опыта достаточного работы в интернете, есть много или связанных, которые там, допустим, даже электронные системы взаиморасчета. Может быть, есть смысл изучить для тех, кто не силен. Меня смотрят люди разного возраста, а с учетом как раз Урана, который пойдет в Близнецы, будет там до ноября месяца. Здесь уже может, знаете, такая, как первые шаги, первые звоночки о том, в какой сфере жизни или какие в последующем будут перемены вообще вокруг нас. Чего это будет касаться, в каком направлении будет очень быстрое развитие. Поэтому держать руку на пульсе определенно стоит. Тут надо не бояться. Тут нужно что-то не обдумывать до бесконечности, понимаете? Вам может казаться, что это рационально, а на самом деле то, что нам кажется, это не есть какая-то конкретика. Поэтому то, что вы хотите осуществить, как-то максимально не затягивая, переложите это в практичную область.
или в область практики. С чем же это связано? Ух ты! Ну тут прям так все серьезно. Император и императрица. И, конечно, у кого-то император будет говорить о согласованиях в высоких инстанциях. Вы можете даже познакомиться с человеком. И я должна сказать планетарно, мои дорогие тельцы, для вас может быть такое, что вы встретите человека совсем не в том месте, где вы там искали бы романтику. Правда, какое-то случайное знакомство может для вас, причем с человеком, пусть это не для всех, но для кого-то проиграется как неожиданная новость, может быть, от какого-то чиновника. Или вы приходите в кабинет, например, да, и видите того человека, с которым вы контактировали, может быть, когда-то, много лет тому назад, и даже у вас была какая-то связь или дружба. И здесь вот это может возобновиться с новой силой. Или для кого-то человек новый. Опять же, пошли решать вопрос, а вот взаимоотношения продолжатся и дальше. Знаете, тут не надо торопиться. Тут не надо бежать, как и впереди паровоза, так и не торопиться. Ну, знаете, как словно все укрепить, устаканить, прояснить. С вами этот человек или нет, как будут продолжаться отношения. То есть не надо сразу давить своим авторитетом или пытаться человека поставить в рамки. Потому что тут император может сбрыкнуть, будем говорить, или ему это может не понравиться. Тут смотря чего касается вопрос. Понимаете, императрица ведь она, мы говорили, дипломат. Она может договориться даже вот с этим сложным императором. И иногда я по этой карте говорю, есть два мнения, мое и неправильное. Вот эта позиция очень часто бывает у императора, а договариваться с ним приходится, может быть, и по части личной жизни, да. Человек, который сильный человек, чего-то достиг, это факт. И он по-своему видит мир, по-своему действует, и его склонить к своему мнению практически невозможно. Но договориться вполне реально. Смотря чего касается вопрос, может быть, и несговорчивость какая-то человека может, опять же, соединяться с его надежностью. Или вы будете изучать, надежен этот вариант или нет в решении какого-то вопроса. Для кого-то из вас просто будет вот все то, что я говорила, как документы, согласование, какая-то реальность. Вы знаете, тут карта дает еще такой совет: уважай закон. Не иди против закона, против системы, и тогда это вам дважды помогает. Есть какое-то взаимодействие, в котором вы можете выстроить плодотворное сотрудничество. И неважно, личная жизнь или это документы, прояснение каких-то тем. Давайте мы узнаем, что же будет дальше. Как это изменит вашу реальность, а быть может, изменит вас самих. Что это за тема такая? Если мы говорим о вас самих, то вы здесь смените как направление. И правда, для кого-то собирались, может быть, еще полгода назад в одно место ехать или какое-то время тому назад. Вы думали, какая-то история будет продолжена, но тут мы делаем какие-то выводы, понимаем, да, вроде как ехать нужно, да, или какие-то согласования проводить нужно. Себя обезопасить, к примеру, тоже нужно, но действовать вы будете совершенно другими методами. Для кого-то это будет обучение, потому что необходимо. Что это еще, что будет дальше, поэтому приготовьтесь что-то учить. Паш мечей – это изучение, но вот, видимо, оно того стоит, потому что четверка жезлов – красивая карта, мне она нравится, праздник после победы. Вот к чему все это идет. Да, есть определенные сложности, как и себя нужно на что-то организовать, да, по королеве мечей, и все-таки рационализму отдать предпочтение. Еще у нас Паш мечей выпадает. Опять же, есть какая-то конкретика, причем более того, которая будет правильно согласовываться с законом. И вам как будто в этом направлении. Там, где более стабильно, или там, где вы, ну, вот так вот холодным умом сядете, что-то начнете просчитывать, анализировать и поймете, что, вот, допустим, есть одно направление, мы говорим, да, по пажу мечей, и здесь какая-то зыбкость. А вот если второй вариант, то, пожалуй, стоит попробовать. Больше возможностей или больше пространства для маневра. Вот у кого-то и так. В конечном итоге вы стремитесь к победе, и это не просто победа, а когда праздник признания ваших заслуг. А у кого-то, ну, я такое допускаю,
может быть, одному, двум, это важно услышать. Все идет к свадьбе. Тогда тоже примите во внимание вот эти мечевые карты, потому что вам придется все равно где-то вот как, знаете, найти фарватер свой, выстраивать отношения с этим человеком, потому что нам показан человек, я уже говорила, достаточно конкретный, и вы его уже не измените. Может быть, где-то приходится сбавлять на тормоза, сдавать, как будто для того, чтобы, ну, не закончилась ссорой, к примеру, да, поэтому будьте готовы быть дипломатом, будьте готовы договариваться. И союз двух сильных людей, он всегда сложен. Но, видимо, тельцам что-то простое попросту и неинтересно. Второй знак судьбы. Да вы маги, волшебники, посмотрите, туз жезлов нам показан. Да, двери закрытые, но это не закрыты для всех остальных. А для мага и волшебника пассы руками, какое-то ключевое слово, пароль, и двери будут распахнуты. И это, кстати, маг-волшебник, который не ставит материализм на первое место. Он нам босиком изображен. Есть что-то более ценное, важное. Вот вам карта предлагает словно вычленить, выделить. И даже если приходится какой-то путь пройти вот так вот не сразу, как по шестерке мечей, а через какую-то ступенчатость, мои дорогие, вам от чего-то будет важно не отказаться. Но это туз жезлов, и это, знаете, первое. Наша жизнь словно делится на период до и после. И второй момент – это ваше какое-то основополагающее решение, очень важное решение. Или получение какой-то информации или документа. Может быть, если жезлы, дела, работа, бизнес и деньги где-то, откуда они к нам приходят. Поэтому может быть взаимодействие по части и денег. Но тут не поставить деньги ради денег. Деньги – один из способов взаимодействия с миром. То есть тут даже по деньгам, да, часто деньги нас вынуждают или как побудительный мотив идти дальше или что-то изучать, чтобы исправить эту финансовую ситуацию. Но все-таки не ради накопления. Эта карта больше говорит о том, что как-то вы это должны переложить в какую-то более продуктивную плоскость. Так вот, давайте узнаем, почему это происходит или почему это произошло. Может быть, это по прежним событиям. Вы теперь получаете новость, информацию. С чем это связано? С чем связаны эти события? А ведь и правда договариваться придется. И как будто врата открыты. От вашей дипломатии зависит очень многое. Может быть, и было какое-то взаимодействие с человеком. Вот я говорила, да, вот две карты такие серьезные, статусные обе. Когда приходится договариваться, а договариваться сложно. Какая-то история, может быть, она именно... Либо это ключевой партнер, от которого вы, ну, либо зависите, мои дорогие, либо есть какое-то взаимодействие, и не все будет именно так, как хотите вы. А вам приходится учитывать как раз мнение подобного императора. И пусть для кого-то меня смотрят как мужчины, так и девочки. Императором может быть и женщина, да, мы смотрим просто как архетип. Не обязательно, что это мужчина. Пара у нас тут есть, поэтому перекладывайте на себя. Но договариваться придется. Давайте еще следующую карту. Почему это произошло или произойдет, с чем это связано. Но вам отсюда полный вперед. Я вот, смотрите, я вижу так, что, как и новость, или решение конкретного человека, вам нужно обязательно договориться, потому что как минимум на какой-то период жизни тройка жезлов – это карта будущего. И есть прогресс, и должно быть что-то продолжено. Вам это помогает выйти на новый уровень. Что же будет дальше? Давайте раскроем немножко. Как это изменит вас или вашу жизнь? К чему это все идет? Для чего вам это нужно? Ну, понятно, будущее нужно, но хотя бы какой контекст? Что будет дальше? Или к чему быть готовому? А вот смотрите, видимо, вот приходит одна какая-то информация, вы словно договариваетесь или проводите какие-то согласовательные методы, способы для получения, к примеру, документов, или отправляетесь в какие-то инстанции, к каким-то чиновникам, потому что вы уже смотрите в будущее. И вот так с заходом на будущее, на пару шагов вы видите для себя перспективы. Ведь это всегда перспективы.
А по пажу жезлов нам словно нужно будет, посмотрите, 2 пажа. Здесь мы учимся, меняем направление. И снова вы еще раз что-то можете передумать. Или вы можете чувствовать, что вы как на распутье. Для кого-то это может быть и какой-то дежавю, кстати. Если прежде это уже случалось, и вы оказались вот как в состоянии безвремени, что выбрать, или вы ждали какого-то отклика, вот что-то подобное может повториться. Так вот мне куда? Направо или налево? Вы можете себе такой вопрос задавать, что будет дальше. То есть я бы не сказала, что да, в будущее как будто билет есть, да, но в этом будущем вы опять становитесь перед выбором, будьте к этому готовы. Что же дальше? Рыцарь жезлов, а еще будьте готовы к неожиданностям. Но вы знаете, у вас будет достаточно сил, физических, активности, бодрости. Потому что по 2 этим картам вот как раз чувствуем-то мы себя на уровне. Может быть, кто-то из вас здоровым образом жизни напрямую займется. Потому что вы узнаете какую-то новость и понимаете. Если прежде, ну, больше у меня было сидячей работы. Теперь я пойду, например, ну, или какие-то прогулки начну, именно ходить, да, хождение будем говорить. Ну, может быть, и специальная ходьба, да. Но для кого-то это может быть поход и в тренажерный зал или у кого-то плавание, потому что по этим 2 картам активности, а у нас еще и тур жезлов, вы начинаете обращать внимание на себя тоже. Вам нужно быть ресурсным. По физической активности тоже. Ну, то есть это надо как-то поддерживать. Потому что по рыцарю жезлов будь готов к неожиданностям. Поэтому какая-то выносливость. А вы люди очень выносливые. Но, может быть, за какой-то предыдущий период подувяла эта выносливость. Поэтому тут вы для себя можете что-то очень доброе совершить. Но если мы говорим, что будет дальше, а вот приготовьтесь, как какая-то развилка будет, выбор. И более того, этот выбор, который заставляет принять решение и от чего-то не отказаться опять же. Потому что по рыцарю жезлов, как минимум, мы должны либо куда-то переместиться и на местности, например, разобраться, да или нет, будете вы этим заниматься или нет. Или решить какой-то вопрос, увидеть, может быть, суть проблемы. Или пусть это даже касается документов, но значит не потерять время даром. Собрался, подпоясался, поехал. Это карта скорости. Если мы что-то откладываем на потом, а потом нет варианта, нет шанса. Вот здесь какой-то шанс. И вроде бы нам может показаться, вот я не хочу уже тут никаких выборов, никаких, снова тут мне какую-то многозадачность решать не хочется. Или вот не хочется мне куда-то поехать. Вы можете даже от чего-то отказаться, потому что вы для себя какие-то ориентиры поставили. Вы, как знаете, узкий коридор, мои дорогие, себе обозначить можете и думать, что, ну вот, теперь оно как-то устаканилось, скажем, да. И тут вот, как только вы это подумали, через новость. Может быть, это ведь любая может быть новость. Может быть, и в средствах массовой информации вы что-то слышите, но ваша активность, ваша работа, она, ну, как-то взаимодействует с этим. Или с каким-то порядком, системой, сменой законов. Тут, ну, все что угодно может быть. И для вас от чего-то не отказаться, опять же, видеть на пару шагов вперед. Мои дорогие, для вас будет очень важно пробовать. Чем больше вы какого-то опыта получаете, но не отказываетесь, тем больше у вас вариабельность в будущем. Что будет дальше? Давайте еще одну карту достанем. Ну, мир. Итог какой-то будет. Волшебный, восхитительный. В итоге, если переезда касается, тут, правда, у кого-то из вас вопросы дорог к перемещению будут. И по аркану мир вы можете далеко уехать. Но куда бы вы тут... И что бы вы тут не передумали, не переиграли, по 21-му старшему аркану, это итоговая и очень добрая карта. Вы остаетесь довольными. Поэтому тут, да, тут все происходит неспроста. И случайности далеко не случайны, а закономерны. Давайте мы узнаем 3-й знак судьбы, мои дорогие, через события будущего. События будущего. Туз кубков у вас 2 туза, мои дорогие тельцы. Причем 2 волшебных туза. А если мы еще первую карту императрицы, вот смотрите. А ведь и правда, вторая половина 2025 года для вас очень важна. Я бы так даже сказала, что
еще и почти полгода 2026. Там уже будет больше где-то... Я не могу сказать, что там у вас что-то, знаете, как фундаментируется. Нет, там по Урану в Близнецах не стоит надеяться, что прям все на 100% стабилизируется. Но вы, наверное, научитесь плавать в этом хаосе реальности. И вот научиться плавать, может быть, начиная с адаптации до конца 2025 года. В ближайшем будущем, по крайней мере, это точно. Месяца 2-3, и стало быть, это у нас июнь, июль и август точно. И посмотрите, по тузу кубков, у кого-то это может быть, как я говорила, я стану мамой, или рождение ребенка, или вы готовитесь к этому, или какая-то история любви. Но это может быть и просто радость, когда у вас что-то получается, вы остаетесь довольны. Получается ваше творчество, опять же, популярность. Популярность дважды, трижды, потому что вы тут можете такой прорыв грандиозный сделать. И, может быть, это у кого-то касается, вы пишете, ну, как творчество, книги, или с учетом шестерки мечей, работаете посредством мессенджеров, да, или новые цифровые технологии, искусственный интеллект, нейросети, ну, все что угодно, вот все новые направления. Их как полезно и изучать, мои дорогие, так и себя как искать. Они вам помогают буквально. Но при этом и себя беречь нужно, быть готовым к неожиданностям. Научить себя защищать. В интернет имеется в виду не сделать для начала каких-то оплошностей. Беречь себя, не переходить по непонятным ссылкам, но и точно так же не открывать непонятные письма. Я не останавливаюсь на этом долго, но сама вот траектория шикарно, нечего добавить. Давайте мы посмотрим, с чем же связан этот туз кубков, почему это произошло или происходит, с чем эти события сопряжены, какой сферы жизни, может быть, касаются. Хотя личная жизнь. А вы знаете, вы перестаете ждать. Опять же, семерка мечей, мечи нам выпадают. И это раньше вы могли думать, к примеру, что вот как эта девушка, она рисует двери. Нам в реальной жизни как будто закрытая куда-то дверь. И вот какое-то время вы могли быть как вот этот художник. Вы что-то создавали. Может быть, у кого-то и проект. И вы думали, что вот дверь реально откроется. Вы тут можете пересмотреть даже свои проекты. И, к примеру, вы думали, но это будет больше касаться, наверное, тех, кто работает сам на себя, или у кого личное дело, творчество. А я бы сказала, тут очень хорошо для вас. Уран ведь все дробит. Не один источник дохода, а может быть 2, 3. Подумайте об этом. Потому что тут может быть такая метаморфоза, что пусть вы раньше что-то опробовали, да, или изучали, а потом начали это развивать. И вполне вероятно, то, что было дополнительным доходом, станет для вас основным. Потому что тут будет что-то меняться. И будете меняться вы. Вы действительно перестаете ждать. Может быть, по прежней работе, потому что вы долго, опять же, ожидали, что вас заметят. Или сдержит свои обещания. Обещали один оклад, а получаете вы реально другой. И вот побудительный мотив «дай-ка я буду что-то свое». Может быть, вы будете осваивать новое ремесло. И самое простое, когда мы умеем делать что-то своими руками, а вы по части этого великие профессионалы и мастера. Мы никогда без куска хлеба с маслом не останемся. Значит, это будет востребовано. Но то, что произойти, может быть такая вот, как метаморфоза. Я бы не думал, что это так развивается. А это происходит именно потому, что вы перестаете ждать тот период, который был наполнен какими-то многочисленными обещаниями, иллюзиями. Но теперь правда. И как только вы видите, вот что есть в реальной жизни, и, может быть, даже с чем-то вы и не совсем согласны, а хочется для вас чего-то даже другого. Вот предыдущие карты мы сказали, обязательно нужно что-то рассмотреть, не упустить из виду. И вполне вероятно, если мы не подзастрянем в прошлом или от чего-то не откажемся, то вот этот туз кубков мы можем
получить. Но при этом вы будете хитрее, это точно, потому что 7 мечей – карта вора. Вы будете ожидать какой-то подвох, несмотря на туз кубков. Может быть, у кого-то через отношения, признание в любви, какие-то обещания, кстати. Тут тоже будьте внимательны. Не бегите впереди паровоза. Не все то золото, что блестит. Дайте какой-то ситуации или отношениям, если это даже с новым человеком, развиться, ну, более продолжительно. Или более детально позвольте себе узнать этого человека. Давайте еще одну карту. Почему это происходит? С чем это связано? Королева Пентаклей, но это вы сами. И это где-то перекликается с императрицей. Это как и финансы, вопросы, решения, связанные с вашими близкими, домочадцами, семьей или ваши собственные планы. Кстати, королева Пентаклей, та, которая из хаоса умеет создать порядок. И она тоже плодовита, как императрица. Она ведь сказку умеет сделать былью. И та идея, которая зародилась в ее ментальности, она потом детализирует на практике и создает. Поэтому эти две карты очень похожи где-то по энергетике. И это как прелюдия какая-то, а это уже, ну, само по себе действо или результат. У кого-то может быть перезагрузка, правда? С чем это может быть связано? А у кого-то это по финансам. Но я тут вижу, вы по 7 Пентаклей добрые дела наспех не делаются, поэтому есть что-то, как нужно сохранять. Посмотрите, 2 семерки. Я тут вижу, что у вас выбор, мои дорогие тельцы. Вот по тузу кубков будет что-то, что вас радует. И приятно слышать, может быть, и комплименты, может быть, и по части личной жизни. Нам больше карты говорят именно о самосохранении вас. Даже если меня мужчины смотрят, мы рассматриваем карту как архетип. Поэтому вам нужно сохранять все то, что вам дорого, любимо, или по части ваших рабочих, творческих проектов, личного бизнеса. Но, с одной стороны, быть где-то настороже, потому что люди могут обещать разное. Но это не факт, что обещания как-то согласуются с реальностью. Или вы можете застрять в том, что вы ждете кого-то. А тут нужно надеяться на самого себя или саму себя. Есть какая-то радость, но она не приходит сама по себе. Нам ее никто не принесет, мои дорогие тельцы. Я думаю, вас этим не удивишь. Вы как раз очень трудоспособны. Но, видимо, от начала до конца, вот какое-то ближайшее будущее, до конца 2025 года, как началось с аркана императрицы, я говорила, надеяться на самого себя, так оно и продолжается. Давайте, нет, я возьму другую колоду, и мы спросим, что же будет дальше? Как это изменит вашу жизнь, вашу реальность? Или изменит вас самих? С чем это будет связано? Вот этот туз кубков. Как это продолжится лично для вас? Почему вот вам какой-то выбор нужно делать? Туз кубков. Еще раз карта. Вы должны быть счастливы. Я не хочу тянуть другие карты, потому что, видимо, выбор у каждого свой. Каждый как-то будет поступать по-своему. У вас очень много таких карт, которые говорят о возможностях, но и о правильных действиях, правильных решениях, мои дорогие. Может быть, вам придется проводить баланс между вашей открытостью и проницательностью, прежде чем что-то просчитаете, и стратегию, тактику новую, а с этим как будто от этого вы не уйдете, себе разработаете. Так вот, пусть этот баланс между открытостью и проницательностью станет вашей суперсилой. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые тельцы, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.